Приветствую вас, друзья! Сегодня обзор главных событий в Болгарии на конец декабря 2025 года. 2025 год завершается на высокой ноте политической турбулентности. Болгария пережила массовые протесты, отставку правительства и подготовку к вступлению в еврозону. Давайте разберем ключевые новости декабря. Главное событие – это отставка правительства на фоне массовых протестов. В декабре Болгарию охватили крупнейшие за последние десятилетия антикоррупционные протесты. Все началось с недовольства проектом бюджета на 2026 год, который предусматривал повышение налогов и социальных взносов. Протестующие обвиняли власти в коррупции и игнорировании нужд граждан. 10 декабря в Софии собрались десятки тысяч человек. Одно из самых массовых выступлений со времен падения социализма. Кульминация наступила 11 декабря. Премьер-министр Росен Желязков объявил об отставке кабинета. Это произошло накануне голосования по вотуму недоверия. Протесты возглавили проевропейские партии, а активное участие приняло поколение Z, молодежь, которая устала от политической нестабильности и коррупции. Посмотрим фрагмент репортажа Deutsche Welle о протестах и отставке. Масштабные протесты в Болгарии переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Протестные акции начались еще 26 ноября и достигли пика 1 декабря. Мэр Софии заявил, что демонстрация в столице была самой большой за последние 10 лет. По оценкам, в ней участвовали около 50 тысяч человек. Поводом для протестов стал проект бюджета на 2026 год. Я считаю, что это люди, которые не заслуживают называться депутатами. Лично для меня они пересекли много красных линий. Во-первых, с бюджетом, во-вторых, с решениями, за которые они голосуют каждый день в парламенте, и с тем, как они попирают законы и считают себя безнаказанными. Протестующие добились своей цели. Проект бюджета отозван. В нем предлагалось резко повысить зарплаты силовиков, полиции и судей, а также социальные взносы для частного бизнеса и налоги на дивиденды. Подготовка к еврозоне на фоне кризиса. Несмотря на политический хаос, Болгария готовится к историческому шагу с 1 января 2026 года. Страна вводит евро как официальную валюту. Это решение ЕС подтвердил еще летом, но протесты усилили опасения по поводу роста цен и инфляции. Парламент отклонил предложение президента Румена Радева о референдуме по евро. В итоге страна войдет в еврозону с продленным бюджетом 2025 года. Видео о причинах краха правительства в контексте евро перед вами. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков официально объявил об отставке своего кабинета. Решение принято на фоне многонедельных массовых протестов и предстоящего голосования по вотуму недоверия в парламенте. С конца ноября по всей стране проходят акции против налоговой политики и роста социальных взносов. Тысячи граждан вышли на улицы Софии, Варны, Бургаса и других городов, требуя смены власти и усиления борьбы с коррупцией. Накануне протестующие в Софии проецировали на здание парламента лозунги «Отставка и мафия вон». Желязков подчеркнул, что решение об уходе – ответ на голос народа, который нельзя игнорировать. По его словам, правительство обеспечило макроэкономическую стабильность и рост доходов, но утратило доверие граждан. Кабинет Желязкова был сформирован в начале этого года, однако сейчас столкнулся с кризисом доверия. Оппозиция, включая коалицию «Продолжаем перемены. Демократическая Болгария», инициировала вотум недоверия, обвиняя власти в неспособности проводить реформы и обеспечивать прозрачность. Другие новости декабря. Украинские беженцы в Болгарии в декабре 2025 года продолжили пребывание в своих домах. Поддержка украинских беженцев со стороны Болгарии столкнулась с вызовами по продлению временной защиты. Согласно данным, около
300 тысяч украинцев находят убежище в стране с начала войны, и многие остаются, интегрируясь в общество. Однако в конце года власти объявили о планах на 2026 год. Украинцы смогут подать на ВНЖ, но бесплатное жилье для части беженцев будет прекращено. Это вызвало дискуссии о дальнейшем размещении украинцев и помощи. Видео о жизни украинских беженцев в Болгарии и планах на 2026 год перед вами. И все это говорит о наличии энергетического, а вследствие того и экономического кризиса, из-за которого Болгария, например, больше не сможет размещать бесплатно беженцев с Украины. Итак, согласно новому распоряжению правительства Болгарии, гуманитарная поддержка для размещения лиц, не входящих в группу риска, будет оказываться единоразово на срок до 60 календарных дней. Для некоторых категорий лиц, социально незащищенных или группы риска, убежище остается бессрочным. Каждый, кто в настоящее время пользуется программой, сможет остановиться на срок до 60 дней в отеле или на базе, где он в настоящее время находится. В течение этого 60-дневного срока беженцы имеют право подавать заявление о принадлежности к группе риска, и если такая принадлежность будет установлена, украинцы останутся размещенными на весь период временной защиты. По истечении 60 дней люди, не входящие в группы риска, смогут остаться в предоставленном жилье, но им придется платить за проживание по рыночной цене. Местами размещения беженцев в Болгарии остаются базы, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также гостиницы. Увеличилось количество ДТП в Болгарии. Декабрь 2025 года ознаменовался резким ростом дорожно-транспортных происшествий по всей Болгарии, особенно на фоне зимней погоды и повышенного трафика в праздничный период. За выходные 20-22 декабря произошло несколько серьезных аварий, в результате которых погибли не менее 5 человек, а десятки получили травмы. МВД Болгарии усилило контроль на дорогах, введя дополнительные патрули и проверки на алкоголь. Среди причин – скользкие дороги, превышение скорости и неосторожность водителей. В частности, в августе зафиксированы ДТП с участием иностранных граждан, включая россиян и украинцев, на Черноморском побережье. Эксперты связывают рост аварий с общим увеличением автомобильного трафика после пандемийных ограничений и с нехваткой инфраструктуры в регионах. Един инцидент, тежка катастрофа на входа на Бургас. Автомобила изгоря до основи след сблъсък с мотор на метри от бензиностанция. Сериозно пострадал е водачът на мотора. Той е откаран за преглед в болница. Катастрофата е станала около 9:30 часа в района на гробищния парк. Ударът е бил толкова силен, че се е откъснала предната гума на мотора. Еще одна информация о аварии. И здесь видны пострадавшие автомобили, в том числе в которых находились и граждане Украины. Теперь об экологии и безопасности. Декабрь принес несколько экологических вызовов. В Софии зафиксированы пиковые уровни загрязнения воздуха, вызванные отопительным сезоном, промышленными выбросами и автомобильным трафиком. Концентрация РМ2.5 и РМ10 превысила нормы ЕС в несколько раз, что привело к рекомендациям властей для жителей избегать длительного пребывания на улице. Кроме того, произошли инциденты с танкерами у берегов Болгарии. 6 декабря танкер «Кайрос» был атакован украинским дроном, что вызвало риск разлива нефти. Болгарские морские власти провели операцию по отводу судна от береговой линии 15 декабря, предотвратив экологическую катастрофу. Это событие усилило дебаты о безопасности Черного моря
и влияние геополитики на окружающую среду. В целом, год завершился призывами к ужесточению экологических норм в преддверии еврозоны. Вот видео об атаке на танкер и спасательной операции. Нефтяной танкер «Кайрос», загоревшийся у Черноморского побережья Турции из-за атаки украинских беспилотных катеров, сел на мель у побережья Болгарии, сообщает The Associated Press. По данным агентства, судно считается частью теневого флота, используемого Россией для обхода международных санкций. Корабль вошел в болгарские территориальные воды в пятницу 5 декабря, буксируемый турецким судном. Однако затем операция по буксировке внезапно прекратилась, и танкер остался дрейфовать в болгарских водах с неработающим двигателем. После этого он сел на мель менее чем в 1 морской миле от берега. Итак, 28 ноября 274-метровый «Кайрос», шедший под флагом Гамбии, загорелся после того, как его атаковали украинские морские беспилотники, напомнила Associated Press. Инцидент произошел у берегов Турции в Черном море. Судно было пустым и шло из Египта в порт Новороссийск, добавило агентство. После атаки официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что по «Кайрос» и еще одному танкеру под флагом Гамбии «Вират» ударили управляемыми морскими безэкипажными катерами. Болгария закрывает 2025 год в состоянии неопределенности. Возможны новые выборы весной 2026. Вступление в еврозону может стать толчком к экономическим изменениям. Если вы, друзья, хотите более деталей по какой-либо теме, пишите в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайк, делитесь этим видео. До новых встреч в новом году с евро в кармане. С вами был Валерий Табаков.